Всем привет, дорогие друзья! На моем канале был уже не один выпуск про бессмертную классику. Сегодня я решил сделать одно большое видео, в котором вы увидите 60 классических мотоциклов с двигателями от 1400 и до 300 кубических сантиметров. Приятного всем просмотра! Открывает выпуск самый объемный классик Suzuki GSX 1400, который появился в 2001 году на японском рынке. Сердцем гиганта является рядный четырехцилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения объемом 1402 кубических сантиметра. Он выдает 106 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента. Мотор построен на базе двигателя от Suzuki GSF 1200 Bandit, который был значительно переработан, а также была добавлена инжекторная система питания с двойными дросселями. В итоге 250-килограммовый GSX 1400 способен разогнаться до сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость достигает 260 км в час. Мотоцикл был снят с производства в 2008 году. Далее по объему идет старичок и первый шестицилиндровый мотоцикл в мире с жидкостным охлаждением Kawasaki KZ1300, он же Z1300, который появился в 1978 году и является ответом на Honda CBX-1000. Двигатель имел рекордный на то время объем 1286 кубических сантиметров, который выдавал 120 лошадиных сил против 105 у Honda. Однако и вес у мотоцикла зашкаливал и составлял 300 кг. Бак вмещал аж 27 литров топлива, максимальная скорость свыше 200 км в час. В 1998 году появился самый большой представитель знаменитого семейства классических мотоциклов от Honda, модель CB1300 Super 4, который продается и по сей день. Цена в Японии 1 миллион 560 тысяч йен, это 11 600 долларов. Мотоцикл оснащается 1284-кубовой четверкой, которая выдает 113 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. При снаряженной массе в 266 кг CB1300 от 0 до сотни разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,8 литра на 100 км. Бак вмещает 21 литр. В 2007 году выходит Suzuki GSF 1250 Bandit. Он получает новый 1255-кубовый двигатель уже жидкостного охлаждения, а за питание отвечает инжектор. Максимальная мощность составляет 100 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса 222 кг. Бак вмещает 19 литров. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. Однако голая версия производилась до 2012 года, после чего осталась только версия S. В 1994 году на рынке появился классический мотоцикл от Yamaha, модель XJR 1200. Сердцем мотоцикла стала рядная четверка объемом 1188 кубических сантиметров от спорт-туриста Yamaha FJ 1200.
В этом варианте двигатель выдавал 98 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весил 255 кг. При этом от 0 до сотни XGR 1200 разгонялся за 4 секунды. Максимальная скорость 230 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,8 литра на 100 км. Бак вмещает 21 литр. В отличие от младшей версии, вместо шестиступенчатой коробки передач XGR 1200 имел пятиступенчатую. В 1998 году Yamaha повышает ставки и выпускает модель XGR 1300. Новый двигатель объемом 1250 кубических сантиметров выдавал 106 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 253 кг. Бак вмещает 21 литр. От 0 до сотни XGR 1300 разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 250 км в час. В 2015 году Yamaha XGR 1300 получает новую внешность в стиле ретро, и в названии добавляется буква C. В 2016 мотоцикл был снят с производства. Самой большой иконой британской классики является, конечно же, Triumph Bonneville T120. Он вдохновлен легендарной моделью компании 1959 года и стилизован под культовые черты оригинала. Его сердцем является рядная 1200-кубовая двойка, которая выдает 80 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. А средний расход топлива по заявлению производителя составляет всего 4,7 литра на 100 км. Бак вмещает 14,5 литров топлива. Снаряженная масса 236 кг. Сегодня цена за эту нестареющую классику на официальном сайте составляет минимум 11 800 фунтов стерлингов. Это примерно 15 тысяч долларов. Этот же двигатель используется и в современной классической модели Triumph Speedtwin 1200. Здесь он выдает уже 100 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни Speedtwin при снаряженной массе в 230 кг разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Остальные характеристики, включая и цену, такие же, как у Bonneville T120. Классический BMW R90 появился в 2014 году. Его сердцем является двухцилиндровый 1170-кубовый боксер с воздушным масляным охлаждением, который выдает 109 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за невероятные 3,5 секунды. Максимальная скорость свыше 200 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Снаряженная масса 221 кг. Сейчас на официальном сайте в Германии за него просят минимум 17 тысяч евро. К
Kawasaki ZRX 1200 пришел на смену ZRX 1100 в 2001 году. Его рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения был увеличен до 1164 кубических сантиметров. Он стал выдавать 122 лошадиные силы и 112 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 246 кг, а от 0 до сотни байк разгоняется чуть больше 3 секунд, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. В 1995 году был представлен Suzuki GSF 1200 Bandit. Здесь установлен двигатель от Suzuki GSX R 1100 с воздушным масляным охлаждением. Его объем был увеличен до 1157 кубических сантиметров. Силовая установка выдавала 98 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. От 0 до сотни GSF 1200 Bandit разгонялся за 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Сухая масса 211 кг. Бак вмещал 19 литров. Далее по кубатуре идет Honda CB 1100, которая появилась в 2010 году. Сейчас продаются две версии EX и RS. Рядная четверка объемом 1140 кубических сантиметров воздушным масляного охлаждения выдает 90 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 255 кг, а от 0 до сотни байк разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход топлива заявлен в 5,5 литров на 100 км. В Японии за CB 1100 просят минимум 1 миллион 363 тысячи йен. Это 9800 долларов. Kawasaki Zephyr 1100 встал на конвейер в 1992 году. Он оснащается рядной 1062-кубовой четверкой воздушным масляного охлаждения от Kawasaki GPZ 1100. В этой дефорсированной версии двигатель выдает 93 лошадиные силы и 89 ньютон-метров крутящего момента. С 2003 года мощность снижается до 83 лошадиных сил. От 0 до сотни 270-килограммовый мотоцикл разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. В 1983 году была представлена модель Honda CB 1100F, которая не пользовалась спросом, а потому в этом же году была снята с производства. Здесь рядная четверка воздушно-масляного охлаждения имела объем 1062 кубических сантиметра и выдавала 108 лошадиных сил и 93 ньютон-метра крутящего момента. Сниженная масса 264 кг. Бак вмещает 20 литров топлива. Максимальная скорость 230 км в час. Следующий с объемом рядной четверки в 1052 кубических сантиметра Kawasaki ZRX 1100, который появился в 1997 году. Силовая установка выдает 106 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 245 кг от 0 до сотни ZRX 1100 разгоняется за 3 с небольшим секунды. Максимальная скорость 230 км в час.
Бак вмещает 20 литров топлива. Мотоцикл выпускался до 2000 года. Далее идет бомба конца 70-х Honda CBX-1000. Появившись в продаже в 1978 году, этот мотоцикл поражал воображение своим могучим шестицилиндровым двигателем, который имел рабочий объем 1047 кубических сантиметров, 2 распредвала и аж 24 клапана. Силовая установка выдавала 105 лошадиных сил максимальной мощности на 9000 оборотов в минуту и 86 ньютон-метров крутящего момента на 8000. Разгон до сотни осуществлялся за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляла около 220 км в час. Honda CB1000 Super 4, которая продавалась с 92 по 96 год. Здесь дефорсированная рядная 998-кубовая четверка жидкостного охлаждения от Honda CBR1000F выдает 98 лошадиных сил и 84 ньютон-метра крутящего момента. Разгон 260-килограммового мотоцикла до 100 км в час занимает 4 с небольшим секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Бак вмещает аж 22 литра топлива, хотя средний расход небольшой и заявлен в 5 литров на 100 км. Именно этому мотоциклу вся серия CB обязана репутацией чрезвычайно надежной техники. Триумф Бонневилля Т100. Этот классический мотоцикл оснащается 900-кубовой параллельной двойкой жидкостного охлаждения, который выдает 65 лошадиных сил и 80 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за 5,3 секунды, максимальная скорость около 200 км в час. При этом производитель заявляет невероятно низкий расход топлива 4,1 литра на 100 км. Бак вмещает 14,5 литров, снаряженная масса 228 кг. За мотоцикл в ретро-стиле просят 9600 фунтов стерлингов, это около 12 тысяч долларов. Для тех, кто предпочитает более современную классику, у британского производителя есть моделька Triumph Speed Twin 900, за которую сейчас на официальном сайте просят минимум 8800 фунтов стерлингов, это около 11 тысяч долларов. Здесь та же рядная двойка, что и у Т100, мощностью 65 лошадиных сил и 80 ньютон-метров крутящего момента. Однако снаряженная масса поменьше, составляет уже 216 кг. Бак вмещает всего 12 литров. Разгон от 0 до сотни немного быстрее, чуть менее 5 секунд. Максимальная скорость 200 км в час.
Kawasaki Z900RS в классическом ретро-стиле оснащается современным двигателем от Z900. При объеме в 948 кубических сантиметров силовая установка выдает 111 лошадиных сил мощности и 98 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 215 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,2 литра на 100 км. Цена базовой версии на официальном сайте 1 миллион 485 тысяч йен. Это около 10 тысяч долларов. Версия кафе стоит уже 1 миллион 518 тысяч йен. Это 10 300 долларов. Yamaha XSR 900. Эта современная классика полностью построена на Naked MT-09 и оснащается рядной тройкой Crossplane объемом 890 кубиков, который выдает 120 лошадиных сил и 93 ньютон-метра крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Снаряженная масса 193 кг. Бак вмещает 14 литров топлива. При среднем заявленном расходе в 5 литров на 100 км. Цена за базовую версию 1 миллион 200 тысяч йен. Это примерно 8200 долларов. Moto Guzzi V7 Special. V-Twin с поперечным расположением цилиндров воздушного охлаждения, объем которых 853 кубических сантиметра, выдает 65 лошадиных сил на 6800 оборотов в минуту и 73 ньютон-метра крутящего момента на 5000. При этом более 80% крутящего момента уже доступно при 3000 оборотов в минуту. Сниженная масса мотоцикла 223 кг. Но средний расход топлива заявлен всего в 4,9 литра на 100 км. Бак вмещает приличные 21 литр. Здесь, как и на всех мотоциклах компании, карданный привод. За новенький V7 Special у себя на родине просят сейчас 9400 евро. Версия Moto Guzzi V7 Stone с черно-матовой отделкой стоит чуть дешевле – 9000 евро. Kawasaki W800. Ретро-классическая модель оснащается 773-кубовой рядной двойкой воздушного охлаждения, которая выдает 52 лошадиные силы и 62 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 227 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость 170 км в час. Расход топлива 4,7 литра на 100 км. Бак вмещает 15 литров. Цена в Японии 1 миллион 232 тысячи йен, это примерно 8300 долларов. Также компания предлагает и Kawasaki Migura K3, которая построена на базе обычной версии W800, но с более высоким рулем и эксклюзивным японским ретро-стилем мотоциклов марки Migura, выпускаемых с 30-х годов прошлого века. Мотоцикл Kawasaki Migura K3 выпускается только для японского рынка и продается по цене в 1 миллион 353 тысячи йен, это 9200 долларов, и позиционируется как отдельная модель, а не версия W800. Suzuki GSF 750 Bandit появился в 1996 году и выпускался вплоть до 1999. Мотоцикл был ориентирован на японский рынок.
Его сердцем стал воздушно-масляный двигатель от старенького спортбайка Suzuki GSX R750, который выдавал 77 лошадиных сил и 64 ньютон-метра крутящего момента. Рама и ходовая часть от Suzuki GSF 600 Bandit, а подрамник, приборная панель и выхлоп от Suzuki GSF 1200 Bandit. Kawasaki Zephyr 750 выпускался с 1991 по 2006 год и имел версию RS со спецованными колесами. Мотоцикл оснащался позаимствованным двигателем от спортивной серии GPZ, а именно от Kawasaki GPZ 750. Дефорсированный рядный четырехцилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения выдает 72 лошадиные силы на 9500 оборотов в минуту и 59 ньютон-метров крутящего момента на 7500, тогда как GPZ 750 имел 86 лошадиных сил. Однако японские версии выдавали и того меньше, всего 68 лошадиных сил. При сниженной массе в 220 кг от 0 до сотни Zephyr 750 разгонялся за 4 с небольшим секунды, максимальная скорость свыше 200 км в час. Бак вмещает уже 17 литров топлива. Suzuki GSX 750 Inazuma производился с 1991 по 2001 год, а продавался до 2003. Мотоцикл был выпущен, чтобы составить конкуренцию популярному тогда Kawasaki Zephyr 750. 749-кубовая четверка воздушно-масляного охлаждения выдавала 86 лошадиных сил и 66 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 201 кг. Бак вмещал 18 литров топлива. От 0 до сотни байк разгонялся около 4 секунд. Максимальная скорость 210 км в час. Yamaha XSR 700. Младшая модель современной классики компании построена на Naked Yamaha MT-07 и оснащается тем же рядным двухцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения объемом 689 кубических сантиметров с коленвалом 270 градусов, который выдает 74 лошадиные силы и 68 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 188 кг XSR 700 разгоняется до 100 всего за 4 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км в час. Заявленный расход топлива 4 литра на 100 км. Цена в Японии 1 миллион йен, это около $7000. Kawasaki W650. Это средняя модель ретро-классической линейки, выпускалась с 1999 по 2008 год. Мотоцикл оснащается 675-кубовой рядной двойкой воздушного охлаждения, которая выдавала 48 лошадиных сил и 56 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса Kawasaki W650 212 кг. Бак вмещает 15 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает чуть больше 5 секунд. Максимальная скорость 170 км в час. Для японского рынка выпускалась модель Kawasaki W400.
GSF-650 Bandit. Классик оснащался рядной четверкой объемом 656 кубических сантиметров, которая с 2007 года имела уже жидкостное охлаждение и выдавала 85 лошадиных сил и 62 ньютон-метра крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 215 кг. Бак вмещает 19 литров топлива. От 0 до сотни байк разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. В 2009 году мотоцикл получает внешность Naked, а в 2012 окончательно покидает конвейер. Kawasaki Z650RS, младший современный классик, имеет рядную двойку жидкостного охлаждения объемом 649 кубических сантиметров, который выдает 68 лошадиных сил и 64 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 187 кг Z650RS от 0 до сотни разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Производитель заявляет средний расход топлива в 4,3 литра на 100 км. Бак вмещает 12 литров топлива. Цена на официальном сайте 1 миллион 34 тысячи йен. Это примерно 7 тысяч долларов. Royal Enfield Interceptor 650. Ретро-классика оснащается легендарным рядным двухцилиндровым двигателем Royal Enfield с воздушно-масляным охлаждением и объемом 648 кубических сантиметров. Он выдает 47 лошадиных сил и 52 ньютон-метра крутящего момента. Тем самым мотоцикл подпадает под европейскую лицензию А2. Максимальная скорость 170 км в час. Сниженная масса 202 кг. Высота по седлу 804 мм. Бак вмещает 13,7 литра топлива. Минимальная цена на Interceptor 650 в Индии 321 тысяча рупий. Это 3900 долларов. Спортивная версия мотоцикла Continental GT в стиле Cafe Racer стоит 339 тысяч рупий. Это примерно 4200 долларов. Suzuki GSF-600 Bandit появился в 1995 году и производился до 2004. Рядная 599-кубовая четверка воздушно-масляного охлаждения выдает 80 лошадиных сил и 62 ньютон-метра крутящего момента. Мотор переехал сюда от спорт-туриста Suzuki GSX-600F Katana. Разгон от 0 до сотни занимает 4 секунды. Максимальная скорость 205 км в час. Сухая масса мотоцикла 204 кг. Бак вмещает 19 литров топлива. Kawasaki Zephyr 550. Здесь позаимствованная от Kawasaki GPZ 550 рядная четверка имеет уже объем 553 кубических сантиметра и выдает она 50 лошадиных сил на 10 тысячах оборотов в минуту и 40 ньютон-метров крутящего момента на 6 тысячах. Этим она и разочаровывала, так как GPZ 550 имел 65 лошадиных сил. В боевом состоянии мотоцикл весит 206 кг. Бак вмещает те же 15 литров топлива. Максимальная скорость около 200 км в час. Разгон от 0 до сотни занимает 5 с небольшим секунд. Zephyr 550 практически без изменения производился до 1998 года, после чего покинул конвейер.
Ну и заканчивает выпуск новинка этого года Honda CL500. Эта модель отдает дань уважения оригинальной линейке классических вседорожных мотоциклов CL, выпускаемых компанией в 60-х и 70-х годах. Новинка построена на базе Honda CMX 500 Rebel. Двигатель здесь двухцилиндровый рядный, объемом 471 кубический сантиметр, который выдает 46 лошадиных сил и 43 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса 191 кг. Средний заявленный расход топлива 3,8 литра на 100 км. Бак вмещает 12 литров топлива. Цена в Японии 863 500 йен или $5900 по нынешнему курсу. Китайская классическая модель в ретро-стиле QG Motor SRC 500. Мотоцикл оснащается одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения объемом 480 кубических сантиметров, который выдает 25 лошадиных сил и 40 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 205 кг. Бак вмещает 15,5 литров топлива. Средний заявленный расход 4,5 литра на 100 км. Цена на официальном сайте не указана. Далее идет новинка 2024 модельного года, которая родилась совместными усилиями британской компании Triumph и индийского гиганта Bajaj. Это классический мотоцикл в современном исполнении Triumph Speed 400. Новинка оснащается одноцилиндровым 398-кубовым двигателем, который выдает 40 лошадиных сил и 37 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 170 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Будущая популярность Speed 400 будет сильно зависеть от цены, которая пока не объявлена. Еще один мотоцикл, который можно приобрести новым, это, конечно же, мега популярная модель Honda CB400 Super 4. Она оснащается рядной 399-кубовой четверкой, выдающей 56 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 201 кг. От 0 до сотни байк разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров. В Японии за CB400 Super 4 сейчас просят 884 500 йен. Это примерно $6000. Классическая модель в ретро-стиле Kawasaki W400 продавалась с 2006 по 2008 год. Ее сердцем является рядная 399-кубовая двойка воздушного охлаждения, которая выдает всего 29 лошадиных сил и 29 ньютон-метров крутящего момента. В боевом состоянии мотоцикл весит 209 кг. Максимальная скорость 140 км в час. Бак вмещает 15 литров топлива. Средний расход 4 литра на 100 км. Honda WRX 400 Roadster. Этот необычный классический мотоцикл появился в 1995 году. Его изюминкой стал двигатель от круизера Honda Steed 400. Это 398-кубовая V-образная двойка жидкостного охлаждения, которая выдает 33 лошадиные силы и 34 ньютон-метра крутящего момента. В снаряженном состоянии WRX 400 Roadster весит 205 кг. Бак вмещает 11 литров топлива. Максимальная скорость 150 км в час. Однако уже в 1996 году мотоцикл был снят с производства, но запасы распродавались вплоть до 1999 года.
Suzuki GSF 400 Bandit, производимый с 89 по 97 год, мог похвастать двигателем от спортбайка Suzuki GSX R400. Рядная 398-кубовая четверка жидкостного охлаждения в последнем поколении выдавала 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 188 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает около 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Также выпускалась и версия с изменяемой системой газораспределения Suzuki GSF 400 Bandit VC, у которой клапанная крышка красилась в красный цвет. Kawasaki Zephyr 400 продавался с 1989 по 2008 год. Мотоцикл оборудован рядной 399-кубовой четверкой воздушно-масляного охлаждения, которая в последнем поколении оснащается 4 клапанами на цилиндр и выдает 53 лошадиные силы на 11 тысячах оборотов в минуту и 35 ньютон-метров крутящего момента на 9 тысячах. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 205 кг. Бак вмещает 15 литров топлива. Максимальная скорость 180 км в час. В 1994 году к бестселлеру японского рынка Kawasaki Zephyr 400 добавилась еще и модель Kawasaki ZRX 400. В отличие от Zephyr, Kawasaki ZRX 400 получил двигатель жидкостного охлаждения от Kawasaki ZZR 400. Рядная 399-кубовая четверка выдавала 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 187 кг. Бак вмещает 16 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает стандартные 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Kawasaki Zephyr 400 покинул конвейер в 2008 году. Yamaha XR 400 производился с 1993 по 2008 год. Простой и надежный классический дорожник оснащался 399-кубовым двигателем с воздушным масляным охлаждением, который выдает стандартные 53 лошадиные силы и 34 ньютон-метра крутящего момента. При снаряженной массе в 198 кг от 0 до сотни XR 400 разгонялся за 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак в последнем поколении вмещает 20 литров топлива. Honda CX-400 Euro. Этот мотоцикл появился в 1982 году как младшая модель CX-500 и сильно отличается от всех в сегодняшнем выпуске, так как он использовал инновационные функции и технологии в свое время. Сердцем мотоцикла является необычный двухцилиндровый V-образный двигатель с поперечным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением, который выдает 40 лошадиных сил и 32 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса составляет 225 кг. Бак вмещает 19 литров топлива. Honda CX-400 единственная модель в классе, которая оснащается карданным приводом.
Suzuki GSX-400 Impulse появился в 1994 году и продавался параллельно Suzuki GSF-400 Bandit, но позиционировал себя как классическая модель с чертами мотоциклов 80-х годов. Рядная 399-кубовая четверка жидкостного охлаждения выдавала стандартные японские 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 175 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. GSX 400 Impulse покинул конвейер в 2007 году. Yamaha SR400 — это поистине легендарный мотоцикл, практически без изменений производился 43 года, с 1978 по 2021 год. Он оснащается простым одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения, который выдает 27 лошадиных сил и 29 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 174 кг. Бак вмещает 12 литров топлива. Средний расход заявлен в 3,4 литра на 100 км. Максимальная скорость 130 км в час. Мотоцикл до самого снятия с производства не оснащался электростартером, а запускался кикстартером. Honda CB400 SS. Эта классическая модель в ретро-стиле была представлена в 2001 году и пришла на смену Honda CL400. Здесь одноцилиндровый двигатель объемом 397 кубических сантиметров выдает 29 лошадиных сил и 31 ньютон-метр крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 2,8 литра на 100 км. Бак вмещает 11 литров топлива. Максимальная скорость 160 км в час. Мотоцикл был снят с производства в 2008 году. Когда слышишь название мотоцикла Honda CBX, то сразу в голове всплывает шестицилиндровая легенда, однако с таким названием выпускалась и 400-ка Honda CBX 400F, которая продавалась с 81 по 84 год. Мотоцикл оснащался рядной четверкой объемом 399 кубических сантиметров с воздушным масляным охлаждением, которое выдавало 48 лошадиных сил и 34 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 189 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Максимальная скорость 180 км в час. Suzuki GSX-400 Inazuma появилась на японском рынке в 1997 году. Мотоцикл получил воздушно-масляную рядную 399-кубовую четверку, которая выдавала 53 лошадиные силы и 36 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 185 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает чуть больше 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Inazuma имела довольно богатое оснащение, заднюю подвеску Каяба и четырехпоршневые передние тормоза Brembo, однако мотоцикл был снят с производства уже в 2001 году. Ну и заканчивает выпуск Yamaha SRX 400, которая появилась в 1985 году в качестве параллельной версии с вышеупомянутой ретро-моделью Yamaha SR 400.
В отличие от SR, SRX получил уже 4 клапана, дисковые тормоза, литые колесные диски, более спортивный дизайн и эргономику. Первые версии модели имели название Yamaha SRX4. 399-кубовая одностволка выдавала уже 33 лошадиные силы и 33 ньютон-метра крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 170 кг. Бак вмещает 14 литров топлива. Максимальная скорость 150 км в час. SRX 400 покинул конвейер в 1996 году. Далее идет классический Benelli Imperial 400, хотя в названии у него и присутствует число 400, но на самом деле здесь стоит одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения объемом 374 кубических сантиметров. Он выдает стандартные 21 лошадиную силу и 29 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 197 кг, бак вмещает 12 литров топлива. Цена на официальном сайте не указана. Ява 300 CL вдохновлена эпохой знаменитых двухтактных Яв 50-х годов и имеет внешность знаменитой Явы старушки. Однако начинка у нее уже современная. Ява 300 CL оснащается одноцилиндровым четырехтактным 293-кубовым мотором жидкостного охлаждения, который выдает 27 лошадиных сил и 28 ньютон-метров крутящего момента. Конструктивно это двойник двигателя мотоцикла Mahindra Mojo. Он, естественно, куда надежнее и экономичнее старого двухтактника. Сухая масса 182 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Максимальная скорость 125 км в час. Цена указана только на индийском сайте, где базовая красавица стоит 181 415 рупий. Это по нынешнему курсу $2200 или примерно 220 тысяч рублей. У нас же она будет стоить в разы дороже. Также у индийского производителя имеется более молодежная классическая модель Ява 42. Здесь уже вместо хрома появилась черная матовая отделка деталей. Этой участи не избежали даже глушители, а вместо спецованных колес были установлены легкосплавные и тоже черного цвета. Одноцилиндровый двигатель тот же, что и на Ява 300 CL, мощностью 27 лошадиных сил и 28 ньютон-метров крутящего момента. Базовый мотоцикл в Индии стоит 198 142 рупии, это почти $2400 или 240 тысяч рублей. Европейский производитель Ява в своем модельном ряду имеет мотоцикл Ява 350 OHC, она же Prima. В основу мотоцикла лег дизайн легендарной Ява 350-634, причем даже в названии фигурирует число 350, хотя мотор на самом деле 397-кубовый, но выдает он 27 лошадиных сил максимальной мощности и 30 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса 160 кг, бак вмещает 12,5 литров топлива. По паспорту Ява 350 OHC способна разогнаться до 130 км в час. Цены на продукцию на официальном сайте не указаны. Для любителей классики с запахом, в некоторых странах, в том числе и нашей, чешская Ява продает двухтактные мотоциклы Ява 352 Style и Ява 350-634 Retro, которая является репликой модели 634.
Здесь 343-кубовая рядная двойка воздушного охлаждения выдает 27 лошадиных сил и 32 ньютон-метра крутящего момента, которые сопровождаются легендарным звуком двухтактных мотоциклов Ява. Сухой вес 154 килограмма, бак вмещает 17 литров топлива. Максимальная скорость указана в 125 км в час. Еще один индийский бренд, который выпускает малокубатурную классику, это Royal Enfield. Городская модель Royal Enfield Hunter 350 обладает одноцилиндровым 349-кубовым двигателем, который выдает 20 лошадиных сил и 27 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость 120 км в час. Снаряженная масса 179 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Высота по седлу 790 мм. Цена на официальном сайте в Индии 169 656 рупий. Это $2050. Для любителей ретро-классики имеется модель Royal Enfield Classic 350. Ее сердцем является тот же самый 349-кубовый одноцилиндровый двигатель мощностью 20 лошадиных сил и 27 ньютон-метров крутящего момента, что и на городской модели Hunter 350. Максимальная скорость 120 км в час. Снаряженная масса здесь побольше и составляет 195 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Высота по седлу 805 мм. Цена 224 750 рупий. Это $2700. В Европе за него просят около 5000 евро. Еще одна классическая модель с этим же двигателем — это Royal Enfield Bullet 350. Впервые мотоцикл с таким названием появился еще в 1932 году. Снаряженная масса пули 186 кг, версия ES 191 кг. Бак вмещает 13,5 литров топлива. Максимальная скорость те же 120 км в час. Цена на официальном сайте в Индии 173 562 рупии, это $2100. Из японских брендов этой кубатуры классику выпускает только Honda. Это модель Honda GB350, которая у себя на родине стоит минимум 550 тысяч йен. Это $3700 или 372 тысячи рублей. Мотоцикл был представлен не так давно, в 2021 году, и оснащается 348-кубовым одноцилиндровым двигателем, который выдает 20 лошадиных сил и 29 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 180 кг. Заявленный расход топлива 2,4 литра на 100 км. Индийская версия этого мотоцикла, которая называется Honda CB350, добралась и до нас. За нее просят сейчас 590 тысяч рублей. Китайский бренд Zontas предлагает свою современную классическую модель ZT350GK. Мотоцикл оснащается 348-кубовым одноцилиндровым двигателем, который по паспорту выдает 39 лошадиных сил и 32 ньютон-метра крутящего момента.
Средний заявленный расход топлива всего 3,2 литра на 100 км. Бак вмещает внушительные для класса 17 литров топлива, снаряженная масса 188 кг. У себя на родине мотоцикл стоит 22 800 юаней, это 3100 долларов или 315 тысяч рублей. У нас же дилеры за него просят 480 тысяч рублей.